Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Позади меня наш серьезнейший проект Zilotach, я знаю, вы скучаете. В предыдущих сериях мы уже его запустили и пытались ехать, поэтому если не смотрели, обязательно посмотрите, очень интересно. В этой серии мы продвинемся еще: система охлаждения, тормозная система, воздушная система, очень-очень много еще систем, которые нам предстоит сделать, выдумывать и как-то мудрить. Без этого никак в таких проектах, которые кастомные до безумия. Поэтому серия будет, я думаю, очень интересная. Вы обязательно присаживайтесь поудобнее. И огромная вам благодарность за поддержку на Boosty. Если у вас есть желание поддержать нас, то подписывайтесь на Boosty. Одновременно поддерживайте нас и получаете доступ к уникальному контенту. Каждые 2-3 дня я снимаю коротенькие видосы о том, что происходит у нас в гараже. Вам я желаю приятного просмотра. Не забывайте, что все ссылки на наши остальные соцсети, Telegram, в том числе у нас тоже есть группа в Телеграме. Обязательно все будет в описании под этим видео. Проходите, подписывайтесь. Чтобы не теряться, как говорится. Все, приятного просмотра, но мы начинаем работать. Ну а начинаем мы с тормозной системы. Сейчас снимем наш гидроусилитель тормозов. На Tahoe стоит заводской гидроусилитель тормозов. Редчайшая вещь. Поэтому нам нужно его демонтировать и попытаемся здесь что-то мудрить. Либо с переходом на наш кран, либо вообще нам придется что-то думать, какой-то другой кран. Начинаем с демонтажа оригинального таховского гидроусилителя. Так, демонтировали мы гидрач, но мы тут что-то демонтировали неправильно. Разобрались золотники. В общем, типа мы располовинили корпус, который не надо половинить. Здесь какой-то толкающий поршень. Ну-ка, иди нажми на тормоз, Юр. Только лови все, чтобы было не в песке желательно. Ну вот, сейчас посмотрим, что тут происходит. Давай. Блин, офигеть. Отпускай. Ну да, тут вот выходит, но он как-то... Надо посмотреть, возможно, внутри есть какие-то. Вот эти, наверное, болты, видишь? Тоже, но это будет весь механизм. Да, нужно панель. Нам надо мудрить, вот исходя из этого. Но тут выходит шток, понимаешь, который нам якобы бы, ну, мог бы помочь. Какой шток? Ну вот эта нижняя часть выходит. Вот это, она как бы, это еще параллельно вторая, а вот эта деталь выходит сюда. То есть, ну, мы ее можем использовать. Ну, как бы да. Так что будем сейчас что-то мудрить. Ну что ж, друзья, второй день мы возимся здесь с нашим тормозным краном. Вымучились вчера уже на нет. Вчера ничего не могли. Тут и пытались валы какие-то варить. Хотели сделать конструкцию, чтобы она тягала. Здесь вал приваривать, какие-то тяги. Что мы только не выдумывали, но решили, что все это будет ненадежно и неправильно. Решили устанавливать сюда камазовский кран тормозной, который будет, в принципе, выполнять функцию у нас тормозного крана. Ну, типа такого вот что-то будет. Вот так у нас выглядеть. Немножко далековато все это от кузова. Здесь, к сожалению, вот, ну, не видим мы, как сделать это все в этом формате. Вот, поэтому сейчас поставим часть корпуса обратно и будем дальше пробовать мутить. Ну, обязательно вам все покажем. Так, сейчас отрезаем азотный баллон, который служит таким специальным накопителем давления. Нос чешется. Бабах. Нет, ну клапан, значит, там внутри. Как это работает? Вот это специальный сосуд с газом, и там поршень внутри. И, допустим, вы запустили двигатель, поршень сдвинулся, тем самым сжал газ. И вы, допустим, заглушили машину, и вот этот газ продолжает давить на поршень, создавая обратное давление в системе тормозов. То есть при заглушенном моторе у вас продолжает быть давление определенное время. Друзья, это большой труд работать с такими старыми автомобилями, как наш Zilotach. Поэтому я вам советую покупать новые автомобили. А чтобы купить выгодно и со скидкой, заходите на сайт autospot.ru. Представьте, вы можете выбрать авто не только в своем городе, но и заглянуть в соседние регионы. Скидки там могут достигать до 100, а порой и до 200 тысяч рублей. Согласитесь, за такую экономию можно и проехать пару сотен километров, чтобы получить свой идеальный автомобиль. А вот по поводу способа покупки autospot.ru
Все прозрачно, вы сразу видите скидки на авто в зависимости от способа оплаты, будь то за наличные, кредит или трейд-ин. Забронировать автомобиль проще простого. Введите свое имя и телефон, и менеджер Автоспот свяжется с вами с отличным предложением. Ну а если у вас уже есть автомобиль, то заходите в раздел сервиса и ТО на автоспот.ру, и вы увидите стоимость предстоящих услуг. Записаться на обслуживание можно в 2 клика, легко и быстро. И внимание, для вашего удобства есть теперь мобильное приложение. С ним все операции можно проводить прямо с телефона. Так что же вы ждете? Заходите на автоспот.ру, находите самое выгодное предложение уже прямо сейчас. Как я уже говорил, друзья, в постройке таких проектов без токарных работ ну просто никак. Принято решение, будем устанавливать кран тормозной, ну якобы подпедальный такой типа. И сейчас вот изготавливаем шток. Как выяснилось, в магазине у нас здесь есть в соседнем такая запчасть. Сейчас сделаем шток. Еще чуть-чуть надо снять. Вот, и этот шток будет вот так вот нажимать на наш кран. Таховский цилиндр основной тормозной идеально подходит, видите, то есть даже по болтам. Но болты в таховском цилиндре вообще безумие. Такого я ни разу не видел, смотрите. Идет на 10, потом здесь левая резьба, вообще не пойми на какой. Я их сразу не смог открутить. Потому что резьба не в ту сторону. Да. В общем, он вкручивается изнутри в одну сторону, а зажимается в другую. То есть, ну, инженеры там, наверное, голову ломали еще больше, чем мы сейчас с этими штоками и всей этой конструкцией. А где я потерял шток уже? Вот. Комплект для установки куплен. Кран стоит 100 рублей. Вот такие Прамо. Прамо. Говорят, крутая фирма. Ну и шток наш. Вот так вот он вставляется. Все плотненько и будет четко. Будет пластина. Потом вот туда. И кран. Так что сейчас занимаемся установкой. Ну что ж, кран установили, зажали. Вот в таком виде будет у нас тормозная система. Я нажал на педальку, ход небольшой, усилие небольшое, вот прям то, что надо. Ну, скажем так, повезло, можно даже так сказать. По поводу выходов надо изучать интернет, потому что тут непонятно все. Вот. Но цифры есть, хотя бы это уже радует. Что ж, сейчас будем пробовать думать, как-то подгонять компрессор. И параллельно что-то еще делать. Крылья тоже надо тут примерять, радиатор и тому подобное. Продолжаем работать. Первая примерка компрессора. Мы взяли компрессор от Краза. На него поставили шкив от ГАЗ-66, самый большой. Почему большой шкив? Потому что... когда у них болгарка уже сгорит? Большой шкив, потому что нам нужно уменьшить обороты. У нас у двигателя большие обороты, а здесь нужны поменьше. У нас идет полным ходом процесс строительства. Вымерили все. Будем изготавливать вот такой кронштейн. Сюда сейчас Юра этим занимается. 3 отверстия. И он у нас будет вместе с компрессором сдвигаться, натягивая тем самым ремень. Ремень прикрутим вот сюда вместо вискомуфты. На эту сейчас я нарезаю резьбу, протачиваю шкив. И сюда накрутим шкив. И у нас будет вот сюда привод. Вроде выглядит все красиво. Как это будет в реале, посмотрим дальше. Сейчас моя задача вот проточить этот шкив. Мы его нашли в металлоломе. И нарезать в нем резьбу 30 шаг 1,5. Самая большая резьба, которую я когда-либо резал. Что с этого выйдет, сейчас увидим. Вот первый кронштейн компрессора у нас готов уже. Просверленные отверстия. Сейчас подгоняем вторую ответную часть, поддон нашего компрессора. И делаем прокладочку. И сейчас будем здесь примеряться. Вот. Я еще пока что шкивок не сделал. Сейчас займусь шкивком и параллельно потом будем выставлять всю эту конструкцию.
Токарные работы в самом разгаре. Готовим шкивок для установки. Работаю без перчаток, чтобы это не было опасно. Так, резьба у нас 30, шов 1,5. Отверстие 28,5. У нас 28,3. Чтобы, знаете, плотненькая резьба была. Так что сейчас пробуем нарезать резьбу. Наверное, больше не буду протачивать. По вашим советам смазываю олеиновой кислотой. Не знаю. Такое чувство, что это такой состав так себе, не совсем смазывающий. Ну, посмотрим. Кислотой не пахнет. По-моему, идеально. Юра делает натяжитель ремня, и его сейчас лучше не трогать, потому что нету схемы изготовления вот таких горизонтальных полосок. Ну, я думаю, он справится. Вот такая красота получилась. Сейчас попробуем ее накрутить. Что с этого выйдет, пока что я не знаю. Но верю в успех. У Юры получилось, да. Направление движения право-лево. Вот такая плита у нас. Сейчас к этой плите нужно еще горизонтальную варить. Вот эту плиту. И потом всю эту конструкцию усиливать. И, возможно, даже придется сюда что-то изготавливать еще какое-то поддерживающее, потому что здесь нагрузка у него. Мама, не горюй. Ну, ладно, сейчас прихватимся, посмотрим, как это будет выглядеть, насколько жестко, и тогда будет понятно дальше. Шкивок наш стал четко. Вообще классно. Вот такая конструкция. Как выяснилось, кразовский компрессор отличается от зиловского. Вы представляете? Я думал то же самое. У кразовского нету отливки под вот этот вот отключающий компрессор клапан. Я решил, чтобы наш компрессор был с таким клапаном, чтобы ему проще было работать. То есть, когда накачается воздух, компрессор будет просто отключаться. Ну, наверное, так это будет. Не уверен, но мне кажется... Такая система достаточно простая. Она отключает клапана, и воздух просто гоняется по кругу, и все. Ничего не качает. И, соответственно, на шкиве нету такой нагрузки. Так, ну первая примерка. Давай попробуем, что тут у нас. Мне хоть бы хватило у нас его. Надо чуть короче. Подожди. Оно само нам судьба подсказала сделать по-другому. Что поделаешь. Мешает этот писюнок, ради которого мы меняли компрессор нашей горловине заливной. Поэтому придется все это опять перекручивать обратно. Типа. Ну, тут больше расстояния. Да. Вот. Спустя 1,5 часа мучений все-таки у нас получилось. Наверное.
Вот такой кронштейн. Здесь усилили, пришлось 2 раза отрезать. То выставим одну плоскость, то вторую. Ну, вымучились конкретно. А ты отжал уже? Да, я уже отжал. Я думаю, что за хрень, блин. Думал, отвалился опять. Одним словом, мы, в принципе, выставились. Это уже большой результат. Сейчас мы кронштейн снимаем. Обвариваем его весь прочно, чтобы он был такой прям хорошенький. Ну и, естественно, покрасим. А завтра уже будем собирать всю эту конструкцию. Также заказали ремень. 10 на 1220 нам нужен. Ну, там 1225. Вот, так что можете нас поздравить. Компрессор тоже почти установлен. Но это просто вот еще буквально 20%. Потому что нужно еще трубки, водопровод, все подводить. Это тоже еще туча работы. Так что продолжаем работать, но наш ЗИЛ обрастает уже нужными элементами. И мне кажется, результат будет. Вопрос только когда. Все. Вот такой кронштейн у нас с системой натяжения. Так что огонь. На заднем фоне слышен звук кировца, который пашет поле на 12-м моторе. И это прям с утра поднимает настроение. Сегодня мы продолжаем заниматься зилотахом. И наша задача установить компрессор. Вот вчера я его обварил, здесь усилил. Ставил усилители все нужные нам. И сегодня будем заниматься покраской, установкой. И, возможно, даже что-то, может быть, успеем подключить к нему. Но будем смотреть по обстановке. Пока что наша задача разобрать это все, поменять прокладку, потому что она вчера сгорела. И поставить новую прокладку и все это дело собрать до кучи. Вчера целый день искали этот паранит, а он лежал прямо у нас под носом. Воскресенье, снова серия на месте. Беларусь, с вами на связи Дима Кастом Трак. Сейчас даст задание, подпишись на канал и поставь лайк красиво. Конечно, если ты не терпила, а брутальный водила. Но какая не видит, Дима даст указания. Ну, компрессор уже приобрел, видите, свой вид на моторе. Все работает. Кстати, у нас вот дилемма тоже, будет ли он качать. Ну, вроде качает 2 стороны. Ну, не знаю, вот кто, может, сталкивался, пишите, может ли он качать и в ту сторону, и в ту. Вот, у нас же здесь как бы типа левое вращение. Ремень пока что еще не приехал, но сегодня приедет, и мы его поставим. Сейчас занимаемся обвязкой воздушной системы и системой охлаждения, потому что ее тоже нам нужно здесь собирать, прежде чем устанавливать крылья, потому что потом это будет сделать сложнее. Вот, поэтому зажимаем все конструкции. Надеюсь, нам хватит фитингов. Кстати, огромное спасибо Володе. Он нас немножко увеличил запасы фитингов. Володя, вы знаете, он к нам приходит периодически. Поэтому ему огромное спасибо. Фитинги — это всегда проблема вот в таких вот постройках. У нас с Юрой уже просто крыша едет от этих всех фитингов, от этих всех резьб. Вот, столько барахла, собираем пневмосистему. Установили трубку на компрессор. Эта трубка заводская, зиловская, она останется здесь и будет заходить в ресивер. Из ресивера у нас выход будет входить в регулятор давления, вот такой камазовский. Вот с этой трубки вот сюда. И уже с регулятора пойдет в систему. Вот такая у нас схема будет. Собираем сейчас все это, подгоняем, крутим, вертим, мутим. Сейчас начнем заниматься подключением крана. Это тоже такая себе фигня. Но перед этим я вам покажу, что нам приехало. А приехало нам 4 новых аккумулятора. Покупал я их в компании Аккумулик. Компания огромная благодарность. Я вам уже рассказывал про нее. Аккумуляторы на кразе стоят именно от них. Так что спасибо им огромное за помощь. В очередной раз они нас как бы выручили с аккумуляторами. Если вы, друзья, ищете себе аккумуляторы в преддверии зимы,
то обязательно обращайтесь в компанию Акамулик. Скажите, что вы с канала Custom Truck, и вам обязательно сделают скидку. Так что компании еще раз огромная благодарность. Ну а вы, если вдруг ищете себе аккумулятор, обратите внимание на компанию akamulik.by. Ссылку я оставлю в описании. И если вдруг вам нужны аккумуляторы, заходите и обязательно покупайте у них. Все, спасибо всем. Даня к нам присоединился, будет нам помогать. Да, он нам сейчас установит 2 аккумулятора на наш Ханамак. Пока мы будем там с Юрой возиться с зилком, поменяем аккумуляторы, потому что здесь мертвые они, я уже устал их заряжать постоянно. Перед запуском нужно заряжать. А еще нам нужно помыть двигатель, тоже это сделаем. Все, работаем. Начали мы изготовление, нам нужно запараллелить 2 входа. Вход на первый контур и на второй. У нас будет задняя вот здесь тормоза, передняя здесь тормоза. Вот, соответственно, нужно запитать оба контура. Сейчас вот Юра изготавливает трубку. Либо косячит, либо изготавливает. Пока непонятно. Очень большой там изгиб. Есть шансы, Юр? Или, наверное, вряд ли. Давай вот здесь нужно гнуть побольше. Он же плавится. Ну, тогда... Надо у друзей спросить, где наш фен. Мы уже спрашивали в прошлой серии. Они молчат. Фен не видели. Ну, сейчас будем пробовать вот таким макаром пытаться согнуть эту трубку. Думаю, должно получиться. Единственное, там расстояние вот такое, поэтому, блин, даже и не знаю. Глуши мотор, говорили. Ну как специалист у вас дела? Сегодня без приключений? Да, сегодня без приключений. Приключение одно, что потек бак. В срочном порядке сливаем бензин. Иначе мы можем остаться вообще без бензина. Через пару дней. И без машины. Так, вывели запитывающий шланг. Здесь какая у нас конструкция? 2 запитывающего входа и 2 выхода уже на тормоза. Здесь будут задние тормоза, задняя тележка, а здесь передние тормоза. Задние будут раньше срабатывать, а передние чуть позже. Наверное, так должна работать эта конструкция. Сейчас здесь вот подводим 14 шланг, он сюда станет у нас вот как раз. Вот. И уже сделали один выход вот на задние тормоза. Вот эта трубка, ее мы замеряем и тоже сейчас сделаем вот сюда. И сделаем на передние тормоза тоже вход. Продвигаемся. Бензин слили. У нас появилась вот здесь утечка по баку. Вот. Будем что-то думать, делать. Также установили ремень на привод компрессора. Все у нас теперь четенько. Компрессор нужно подключать в систему охлаждения. Вот. И вот этот штуцер сделали на слив масла. И тоже нужно делать подвод масла. Вот здесь подвод, высокое давление. А здесь будет слив. И его буду делать вот сюда в поддон. Вот. Надеюсь, там есть нормальное отверстие, которое позволит это сделать. Вот, датчик этот выкрутим. Попробуем. И сюда хочу попробовать сделать. Трубка основная идет здесь. Проводку мы еще пока не запаковывали нормально. То есть тоже хотим еще это все проверить. И только после этого уже запаковывать. У нас по охлаждению будет вот 2 выхода на антифриз. И здесь тоже 2 выхода на печку. Либо этот один на бачок расширитель. Ну не знаю, сейчас буду еще разбираться. Не помню, как здесь что было. Сделаем как надо. Так что компрессор вроде бы есть. Шкивы более-менее нормально. Ну, то есть этот шкив у нас достаточно, обороты примерно чуть больше, чем у двигателя. У этих шкивов, как вы видите, по 2 раза больше. А здесь за счет маленького мы возвращаемся к нормальным оборотам. Наверное. Вот, так что посмотрим, как это все будет работать. Но думаю, должно бы работать. Все делаем с запасом, знаете, чтобы уже не переживать. Вот, Юра там установил. Вот такие используем фитинги мазовские. Ну, вряд ли они будут держать. Ну, надеюсь, будут держать. Фурнитура, комплект из 3 деталей с одним резиновым кольцом. Спецмаш. Был спец. Стал Всё. грязь. Все, сейчас вставляем уже. У нас кран запитан, можно сказать. Можно уже только выходы делать и все. Движуха у нас полным ходом. Перетачиваем фитинги. Делаем, чтобы все у нас стало
Там тот не такой. Там тот не такой фитинг. Там не такая резьба. Там не такой диаметр. Ну, в общем, веселимся. Вот такую резьбу нарезаю внутри. Сюда будет вставляться. Сейчас штука, все покажу. В кран у нас будет вкручиваться вот такой уголок. А в этот уголок будет вкручиваться вот такой переходной фитинг, к которому уже будет прикручиваться наша трубка, которая будет идти на задний тормоз и на передний. Вот поэтому сейчас все перетачиваем, и все у нас будет четко. Вот. Так что работаем. Это вообще такая себе работа. Уже запитали две секции крана вот этой трубкой, которая приходит у нас с двух ресиверов основных, и запараллелили вот здесь с помощью такого тройника. Эти входы у нас идут на 12 и на 11. А на противоположной стороне против этих входов у нас будет два выхода. Вот этот на заднюю тележку на 4 колеса и вот этот выход на переднюю. То есть якобы сначала чуть-чуть тормозит телега, а потом уже перед подхватывает. Насколько это правильная конструкция, я не знаю, но вот я так вижу эту схему. Наверное, так будем пробовать подсоединять. Ну а здесь тоже подсоединили уже запитку. Вот идет у нас основной воздух через разгрузку и пошел в систему. Он сначала идет на один ресивер, потом на второй, и потом с этих двух уже идет на наш кран. Если какие-то вдруг дополнительные нужны будут запитки воздуха, ну подкачка шин, то тогда это все можно будет запитываться там с крана. Вот, так что такая вот конструкция, надеюсь, будет работать, но время, естественно, покажет. Сейчас будем дальше копошиться, еще нам нужно снять бак и его заклеить. Обязательная процедура. Необходима она. На заднюю тележку выходит одна трубка из системы, а на передние тормоза две сразу к крану подключались у нас, поэтому сейчас вот Юра там соединяет две металлических трубки. Здесь же на кране просто был тройник, вот здесь стоял, который выходил. Сразу на две трубки, здесь две трубки подходили. Так что сейчас возимся, разбираю бак. Топливо я уже слил с бака, он уже там выветрился по идее. Сейчас скидываем две трубки, датчик, и нужно снять будет бак, перевернуть, зачистить и пытаться его либо запаять, либо заклеить. Сейчас увидим. Так, это шланг обратки, а это подача, блин. О, страшно даже ее ломать. Тут помнишь, Юра, ее же не напихнуть. Ой, бляха, еще и давление там, ты понял? Было. Ну теперь, наверное... Да. Так давление было там. Ну и так эта краска вытащить не может. Ну, сейчас еще опять ее разъест. Вот, найдена дырка сразу, вон, маленькая, как иголка. Офигеть. Сейчас запаяем ее. Конечно, было бы лучше это сделать открытым огнем, запаять. Не знаю, удастся ли мне прогреть. Рядом нашел большую дырку, представляете? О-о-о-о. Пошел процесс. Тихонько наплавляю, и все получилось, на удивление. Сверху еще чуть-чуть пройдем здесь клеем. Вот так выглядит сам запаянный уже бак. Ну, сейчас еще клеем вот здесь промажу, чтобы быть уверенным, что все четко. Прошел еще сверху клеем. Думаю, будет надежно. Ну а сейчас попробуем подключить компрессор и проверить тормоза. Либо проверить утечку воздуха. Так, ну вот такую соорудил Юра конструкцию. Сейчас попробуем что-то накачать.
О, уже есть даже давление. Я не слышу, вроде нигде не травит. Да? Не сиди тут, этих шланг по мордашам, как Вот наши выходы на передние тормоза. Вот запитывающий основной шланг и шланг на задние тормоза. Вот этот. Естественно, все это запакуем. Будем уделять этому отдельный день. Это запаковки всей электрики. Трубкам. Вот это выход у нас остался лишний на прицеп. Его, я думаю, нам подсоединять не обязательно. V8 выхлоп, мотор. Ой, скорее бы уже выехать. Попробовать машину. Юр, нажми на тормоза. Работают. Все работает. Ха-ха-ха. Нажми еще раз. И перед работает. Все четко. Так что не зря я пневматиком 20 лет отработал в автопарке. Работает. Так а что она не работает? Ну это классная новость. Вообще класс. Владельцам Chevrolet Tahoe на заметку. Можно использовать камазовский кран. И пневмокамеры. Не, ну работает это классно. Ну-ка. Педаль Chevrolet Tahoe нажимай. Нажми легонько-легонько. Нажимаю. Это где-то что-то непонятно. То ли перепускает, то ли травит. Не, это и так бывает, когда там с ресивера в ресивер, когда ты вот нажал. Ну, вышел. перепускной клапан, но здесь их в зеле нету. Здесь одноконтурная система. Ну, в любом случае, вроде как таких явно выраженных утечек есть. Есть где-то, шипит немножко. Ну, это разберемся, это прям не проблема. Самое главное, что эта конструкция работает. Вот это самое главное и самая хорошая новость. Потихоньку запаковываю проводку. Но работает такая не быстрая, конечно. Нужно не спеша, все, чтобы четенько было. Здесь у нас есть пару мест, где коллектор рядом проходит. Нужно очень быть внимательным в этой части. Вот. Ну а так в целом, конечно, проект Zilla Tahoe, он уже обретает какие-то вот такие очертания четкие. То есть у нас уже есть воздух. Я сильно переживал за тормоза, чтобы получилось, но не зря мы нырнули вот в эту камазовскую систему, потому что с ней тормоза, во-первых, будут более мощные, больше воздух пропускаемость будет. И, соответственно, все будет четче работать, нежели чем мы думали здесь мутить, зиловские оставлять эти тормоза. Так что, в общем, будет нормально. Будет, надеюсь, нормально. Осталось вот разобраться нам с охлаждением еще. Ну, проблем очень много еще, но потихоньку, помаленьку мы будем вот это все дособирать. Но это, друзья, мы уже продолжим в следующих сериях. В этой серии мы значительно продвинулись. Пневмосистема, тормоза, это очень серьезно. Я буду спокойнее, я не буду переживать уже за тормоза. Охлаждение, я думаю, мы сделаем. Зиловский радиатор нас спасет, электровентилятор. И думаю, все должно бы работать. Так что вам огромное спасибо, что следите за нашим проектом. Zilla Tahoe будет достаточно интересный проект, я уверен. Вот. Ну и, как обычно, огромная благодарность за то, что поддерживаете нас, не забывайте. Не забывайте еще, что все ссылки на наши остальные ресурсы, там Дзены, ВКонтакте, Телеграм, обязательно переходите в нашу группу в Телеграм, все это будет в описании под этим видео. Ну а пока что с вами я прощаюсь. Всем только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего только самого наилучшего, друзья. Всем пока.